Ой, сейчас начнется у нас тут мистика. Со всех сторон нас пугать начнут. Так, ну что ж, давайте, ребята, посмотрим сейчас видеоролик канала Zombie Chess. 10 потерянных видеозаписей, которые оказались ужасающими. Но вот это будет реально сейчас интересно, потому что, повторюсь, хрен его знает, что мог снять человек в последний момент. Так что давайте посмотрим, надеюсь, будет очень интересно и познавательно. Поехали. Люди в редких случаях находят видеокамеры, которые могут валяться в самых разнообразных местах, от лесов до городов-призраков. Но когда удается просмотреть информацию на этих камерах, люди приходят в ужас, так как за этими видеозаписями скрывается зловещая реальная история, непридуманная история. Да вы и сами сейчас в этом убедитесь. Итак, от потерянных пленок, обнаруженных после загадочных исчезновений людей, до потерянных видеозаписей, на которых последнее, что было записано, это нападение мистических существ. И у нас 10 ужасающих видеозаписей, которые были потеряны и найдены совсем недавно. Все ясно, фэк. Фэк, чую фэк. Эта потерянная видеозапись была обнаружена в 2014 году, через 9 лет, как ее записали. Внимание, запись может вас шокировать. Эта видеозапись была сделана в феврале 2005 года. Стоп, это уже как минимум странно. В основном все улики всегда сразу же находят, то есть это, видать, какой-то... Ну, это очень странно, реально. Действие происходит в округе Такома, Вашингтон. Пара вместе отправляется в поход, дабы в уединенном месте отпраздновать День Святого Валентина. Все свое путешествие снимают на камеру. Внезапно они услышали что-то странное в небе. Тут же ребята подняли голову вверх, тогда произошло нечто невероятное. Неизвестный метеорит падает на землю прямо рядом с ним. Бля, серьезно? Еще разочек дайте-ка. Ой, бля, ну-ка еще разок. Тут же ребята подняли голову вверх, тогда произошло нечто невероятное. О май год! О, 3D эффект летит, смотрите. Кто это сделал? Да, кто? Здесь самый цимус, знаете что? Знаете, что здесь? Самый кайф. Сейчас кайфанете. Смотрите в конце звук, что подтверждает, что это фэк. Смотрите, слушайте звук в конце. Слушайте. Вы представляете, такая бы бандура об землю бы упала? Там бы услышали, я не знаю, за 150 500 миллионов миль. Слушайте звук в конце. Проверяй метеорит. Известный метеорит падает на землю прямо рядом с ними. Пара начинает необдуманно бежать в сторону, где упал метеорит, чтобы понять, что произошло. Нихера тут голливудские пошли, ёпта, фильмы. Так. Можно заметить космический камень, торчащий из земли. Надо его сразу трогать. Сразу надо трогать, потому что мало ли, действительно, что может быть в метеорите? Какие-то там радиация, какая-то космическая пыль, которая может просто поработить весь, блядь, мир этот. Нет, надо сразу трогать. Молодец, хорошо монтируйте. Можно заметить космический камень, торчащий из земли. Все это сумасшествие пара снимает на камеру и эмоционально. Слушайте, стоимость съемок, короче, куча говна, Корсар 9 и два этих туземца с телефоном. Sony Ericsson, блядь, с 0,3 пикселя камерой. Йоу, Sony Ericsson. Обзор на бабушку. Комментируют находку. Вы представляете, как вам должно повести, какое это редкое событие, чтобы заснять падение метеорита, хоть и небольшого, рядом с собой. Но страшная ситуация заключается в том, что их камера с этой видеозаписью обнаружена была недалеко от этого места падения метеорита. С 2005 года пара считается пропавшей без вести. Последнее, что от них осталось, это видеозапись. Что с ними произошло, неизвестно или засекречено. Что думаете? Курсы видеомонтажа проходят, проверяй, блядь. Пишите в комментариях.
Не, ну я думаю, что это фэк. Я думаю, что это фэк, Эту честно. потерянную Это шляпа. видеозапись с воздуха Так, была стоп. обнародована в сеть спустя 70 лет. Стоп. Если в это верить, то вы наблюдаете жуткий засекреченный эксперимент с химическими веществами 1930-х годов. Возможно Как вы видите, такое. странная химическая смесь быстро превращается в плотную стену облаков, которая парит над океаном. Это видео определенно... В это верю, потому что что-то где-то я такое подобное видел, плюс очень-очень-очень старые съемки. Вполне возможно, какие-нибудь эксперименты ставились тогда, тем более это было прям гиперпопулярно, так что здесь 50 на 50, 54 на 54. Выглядит страшно и опасно для окружающей среды. В видео нет звука, поскольку в то время камеры не могли записывать его. Что это за химическое вещество? Химическое вещество ли это вообще? И насколько это было опасно для всех нас? Как думаете? Эта потерянная видеозапись была обнаружена спустя неделю после исчезновения главных героев. Ну типа хз, серьезно. Слушайте, второй фрагмент под вопросом. Под таким прям серьезным вопросом. Ребят трое. Парень с ружьем, его жена и оператор. Так. Они снимают документальное любительское Укупник. видео о Рейке. Ага. Ребята решили проверить лес, где чаще всего... Пояснительная бригада сразу. Рейк — это мистическое, короче, чудик какой-то, который там бегает тоже по полям, по лесам, такой на ящерку, что ли, похож. замечает существо. Герои видео настроены уверенно и говорят, что Рейк существует, и они это докажут. Для этого они вооружились камерой и ружьем для безопасности. Автор видео говорит постоянно о том, что Рейк охотится именно ночью, поэтому они здесь после... Ну, по предположениям, я тоже читал про эту всю тему. Кстати, смех смехом, ребят, по поводу Рейка, что хочу сказать, то что очень у многих народов того вот направления, там на самом деле и у мексиканцев очень много, знаете, они по-разному называются, но почему именно к Рейку я начал прислушиваться, то что, возможно, он реально где-то существует, что-то похожее или может быть. У них с древних времен находят вот эти всякие наскальные, там какие-то, короче, эти рисуночки, которые в разных, прикиньте, частях по факту света изображают одно и то же существо. То есть это старая тема. Поэтому здесь может быть что-то существовало тогда, и люди как бы дальше форсят эту тему. Может быть. То есть, а может и не быть. То есть, знаете, это такое 50 на 50. Это непонятно вообще. Захода солнца. Пройдя несколько километров по ночному лесу, они уже и не надеялись что-то заметить. Как вдруг, без причины, ребята начинают тревожиться, как будто что-то увидели или услышали. В один момент... Вот здесь вот эмоция что-то слишком настоящая. Как бы это смешно не было, но вот здесь вот у типа, ну, видно то, что, скорее всего, он не играет. То есть, ну, возможно, он что-то реально увидел. Или услышали. В один момент оператор наводит на себя камеру, включает инфракрасную подсветку и запечатляет жуткое существо за его спиной, сидящее на ветке и смотрящее на них. Check this out. About night vision. No. I want a cleaner shot of the creature than that. All right, man, how do you want to shoot this? All right, well, I want to see Shanna, right? I want to see Roy. Неизвестное существо действительно похоже на Рейка. Самое пугающее, что ребята не замечают его. После этого есть еще несколько... Смотрите, сразу, что мне не нравится и смущает в этом видео, вот это очень похоже на маску. Вы не заметили? Я думаю, что это фейк. Знаешь почему? Смотри, вот прям вот масочка, вот она. Короче, ну типа хз. Очень похоже на пенчика, да, обычного. Замечает его. После этого есть еще несколько кадров, как они продвигаются дальше вглубь леса, и вскоре они исчезают бесследно. Были найдены только некоторые вещи героев, ружье и камера с этой видеозаписью. Меня вот это вот напрягает то, что отличается. Запись была обнаружена на камере, которая лежала в одном из заброшенных зданий Катара. Автор данного видео неизвестен, и неизвестно, что с ним произошло. На записи мы видим, как оператор блуждает по жуткому заброшенному зданию. Мужчина на видео поет какую-то песню. Он явно напуган и таким образом пытается успокоиться. Это, кстати, нормальное явление, если что. То есть, когда люди начинают сами с собой разговаривать, я по себе вам скажу, то есть это вполне нормально. Причем совершенно разные. Кто-то песни поет, кто-то еще что-то, просто чтобы успокоить немножко психику. Так что это нормально. Он начинает повторять одну и ту же фразу снова и снова.
Ну, это сразу, это сейчас вот здесь вот сразу будет по поведению человека видно, вброс или нет. Если сейчас, смотря себя, как он поведет. Ну-ка, давайте посмотрим очень внимательно сейчас, как он себя поведет. Интересный кадр, очень интересный. Он внезапно чем-то встревожен, а когда оборачивается, то находит источник своей тревоги. В дальнем конце коридора мы видим сгорбившуюся темную фигуру с горящими красными глазами и длинной штукой на лице. Самое главное не что это, а куда оно делось. Сейчас смотрите, будет очень интересная вещь. На бороду. Темная фигура делает несколько шагов и поднимается по лестнице. После этого скрывается за углом. Направо был проход. Человек может побежать, если что, но есть такие отморозки, которые они побегут, им плевать, они побегут. Вот видите проход направо? Штукой на лице, похожую на бороду. Сейчас, секунду. Темная фигура делает несколько шагов. Смотри, он тут поднимается по лестнице. После этого направо, видишь? Еще поворот. Подожди, стоп, это угол. Скрывается за углом. Это угол. Стоп. Еще раз. Стоп, что? Слушайте, ну это тупик. Смотри, ну здесь два варианта развития событий. Единственное, до чего здесь можно придраться, это вот к этой вот херне. Может быть здесь, как знаешь, люк такой сделан. Но, да подожди, давайте еще раз посмотрим. Успел ли человек бы так туда спрыгнуть? Штукой на лице, похожую на бороду. Посмотрите, раз. Темная фигура два, делает несколько шагов и поднимается по лестнице. После этого скрывается за углом. Вполне. Где-то секунд 5-6. Секунд 5-6 было, если это человек, было у него куда-то под землю прыгнуть. Странно. Стоп, они склейкали это? А ну-ка, секунду. Ребята, давайте-ка еще раз посмотрим. Что-то, блядь, да, пахнуло склеечкой. Подождите. Если это одним кадром, это одно. Ну-ка еще раз смотрим. Оборачивается, то находит источник своей тревоги. В дальнем конце коридора. Нас интересует момент, вот когда он зашел за угол. Если здесь хоть один кадр склеен, то все понятно. Смотри. Коридора мы видим сгорбившуюся. Нет. Есть люди, которые прям идут. То есть психика людей работает совершенно по-разному. То есть кто-то начинает убегать, а кто-то наоборот, знаешь, у него прям, психика включается, что он пойдет до талого. Есть такие люди. Это 100%. Темную фигуру с горящими красными Сейчас, тихо. глазами и длинной штукой на лице, похожую на бороду. Так, зашел. Темная фигура делает несколько шагов и поднимается Получается склеечка. По лестнице. После этого скрывается за углом. Получается склеечка. Нет, не на этот кадр надо обращать внимание, а вот на этот. Смотрите, вот он заходит. На бороду. Смотри, темная фигура делает несколько шагов и поднимается по лестнице. Чуть-чуть бы, вот если бы они вот здесь подгадали, было бы вообще просто очень правдоподобно. Очень правдоподобно. Чуть-чуть вот здесь вот они... После этого скрывается за углом. Зафакапились. Но крипово смотрится. Уважение автору. Крипово. Мужчина бежит к фигуре, повернувшись за угол, эту сущность он больше не замечает. По-настоящему страшно то, что из этого угла нет выхода, куда существо пропало. Камера снимает без клейки, все в режиме реального времени. Подождите-ка еще раз, ну-ка секунду. А есть оригинал, интересно? Подождите, может быть это Чес так подмонтировал? Мы зря гоним, подождите. Откуда существо вышло и куда очень на джина похоже. Исчезло? Сквозь стену? Может, это был лесной дух или джин? В 2008... Знаете что? А у него есть оригинал видеороликов? Очень интересный момент. Мне все-таки похоже, да, что это Чес склеил, потому что, видишь, он говорит, что нет склейки. Очень интересный момент вот этот. Надо оригинал смотреть, да. Слушайте, один из немногих моментов, когда прям, такое. Такое. Под вопросом. Вот здесь вот под вопросом. 4-й сюжет прям под вопросом. Если вы найдете оригинал, я сам его поищу. И в следующий раз я прям тогда просмотр Зомби Чеза любого ролика начну с оригинала тогда вот видео. Потому что интересно. Покидайте в комментарии, ребят, название канала и как сам ролик называется, если не сложно, потом найдете. В том году в Англии пропали 4 мальчика-подростка, которые не были найдены. Только... По-моему, вот про эту ситуацию я слышал. Я не видел лиц.
Что-то я такую тему где-то слышал. То, что пропали. Где-то то ли в ленте у меня было. Может быть совпадение, может быть вообще не про них. Что-то такое было, что где-то пропадали. Их машина, типа при странных обстоятельствах. на заброшенной ферме. Нет, обнаруженная нет. в их машине, содержала... Не-не-не, те куда-то пошли. Здесь какая-то ферма, нет? Кадры последних часов перед их исчезновением. И это страшная реальная запись. Персонажи ролика шутят, пока едут на машине, но по дороге попадают в жуткий туннель, ведущий на ферму Брумхолл. Знак предупреждает их, что здесь нет сквозной дороги. Вскоре парни понимают, что потерялись, а GPS на их телефонах перестает работать. Они находят мертвых. Вполне возможно такое. Может быть аномальная зона какая-то. Есть такая вещь. И, к сожалению, я хочу констатировать факт, что последние мои съемки я в точно такое же место попал. Один в один. Когда у меня разом перестала работать сотовая связь, радиосвязь, вообще все, что можно. Первый раз в жизни я попал в такое место, когда мне вообще ничего не работает. Ты просто как беспомощный, знаешь, такой кусок дерьма, у которого, ну, ничего нет. Вообще электроника, она никакая не работает. Поэтому очень интересно, очень интересно. Возможно такое. В это я верю. Мертвого кролика, и один мальчик утверждает, что заметил фигуру в маске. От этого всем становится только страшнее. Независимо от того, как долго они едут по прямой, они оказываются у одного и того же дорожного знака. Через несколько часов они наконец выходят из автомобиля, идут пешком и снова оказываются у ворот фермы. Блять, где же я... В России-то это такое же место есть. В России, по-моему, в Украине где-то есть. Короче, сколько бы ты ни шел, типа как аномальная зона, ты постоянно будешь возвращаться в одно и то же место. Конец. Ладно, возможно. Жесткий. Заядлый путешественник. Ну, хз. Блять, ну смотрится крипово, базару ноль. И искатель Люто смотрится. Кенни Вич исчез в пустыне Невада, но вскоре нашли только в его видеокамеру и опубликовали запись видео на YouTube в октябре 2014 года. Злополучный поход Кенни был вызван слежкой за запрещенной зоной 51. В видео он утверждает, что там ведутся совершенно секретные проекты, и Кенни хотел выяснить, какие именно. На следующей записи Кенни комментировал, что недавно обнаружил загадочную пещеру во время прогулки возле этой базы. Он сказал, что вход в пещеру имел форму гигантской буквы М, и что когда он подошел к пещере, все его тело начало вибрировать. Его комментарий получил много внимания со стороны людей, утверждающих, что он лжец. Поэтому мужчина пообещал вернуться в пещеру с камерой, чтобы доказать, что он говорит правду. Он снова отправился в долину, однако после долгих поисков Кенни не смог вновь обнаружить таинственную пещеру М. Когда он вернулся, объявил, что планирует вернуться в это место и еще раз продолжить поиски пещеры. На этот раз были приглашены в его поисковую группу другие участники, однако никто не принял его предложение. 10 ноября 2014 года Кенни Вич снова отправился в путь, решив найти вход в пещеру М. Больше его никто не видел. Вскоре после его исчезновения Ну, я вам так скажу, давайте мыслить логически. Если он реально пошел в эту зону, он прекрасно понимал, что там военные ведутся какие-то там опыты, разработки или еще что-то, то ну, давайте так я вам скажу. Вы прекрасно понимаете, кто мог и что сделать. Поэтому правильно ли было на его месте это делать, и тем более кого-то еще с собой взять, звать, здесь вообще под вопросом. Это такое... Служба поиска и спасения нашла его сотовый телефон возле входа в старую шахту, но несмотря на изнурительные усилия, они не смогли найти никаких подсказок о его местонахождении. После его загадочного исчезновения несколько теорий пытались объяснить то, что произошло. Некоторые считают, что он, возможно, снова нашел таинственную пещеру М и решил зайти внутрь. Возможно ли, что Кенни Вича забрали сотрудники зоны 51 из-за того, что он узнал что-то секретное? Ну, просто могли убрать. Я не думаю, что там, где ведутся какие-то нереальные опыты, знаете, типа, да, свободный такой доступ есть. Ну, давайте, ребята, будем реалистами. По сей день исчезновение Кенни Вича остается загадкой. В августе 2008 года в Мельбурне, Австралия, пропали 4 подростка.
Про ученого не знаю, под вопросом. Очень интересный у Зомби Чеза в этот раз выпуск, прям очень крутой. Слушайте, подождите, я сразу пойду лайк поставлю, влеплю. Вы, кстати, тоже не забывайте, ребят, ссылочка на Зомби Чеза внизу в описании. Ну и меня, если не сложно, тоже лайкосом поддержите. Много интересных таких моментов. Подростка. Местная поисковая группа обнаружила эти кадры в ноябре того же года возле заброшенной больницы. Вскоре эта видеозапись начала распространяться по австрийским новостным каналам. Бля, я сегодня такую, не сегодня, вчера. Я вчера, не знаю, правда или нет, короче, все слышали, да, про Ховринскую больницу. Я думаю, даже кто не с России, те слышали, да, про это место. Если нет, в интернете посмотрите, ее снесли, ее, в общем, ну, убрали, потому что, ну, там просто там творилось какое-то, просто лютое вообще дичь, лютейший какой-то трешняк. Короче, я вчера с типом еду, я живу в ленинградском направлении, то есть Москва-Питер, и живу в городе Клин, Подмосковье. Короче... Я еду, говорю, слушай, новостройки так лепят. Прям, знаешь, прям как эти. Тык-тык-тык-тык-тык, одна к одной. Я говорю, как эти, как знаешь, как красивые такие коробочки стоят. Мне тип едет за рулем, он говорит, ты знаешь, что это за место? Я говорю, нет. Он говорит, это место, где стояла Ховринская больница, прям вот в аккурат. Ну и по карте примерно, да, совпадает. Я просто не знаю, где точно точка она стояла, но я не думаю, что чувак просто так скажет. Он говорит, вот этот дом, он мне прям показывает, он говорит, стоит прям ровно на том месте, где была эта Ховринская больница. А теперь вы просто себе представьте, что вообще будет. Я не знаю, ну даст бог, если там, конечно, никаких последствий не будет, но ты представляешь, как там люди жить будут? Это очень лютое место, очень лютое. То есть у него, многие говорят, и энергетика просто какая-то невероятная. Хотя, может быть, все снесли, и люди нормально живут. Поэтому под вопросом. Под вопросом. Может быть, кто-то живет там и расскажете, в каком доме, по какой улице. Там, ну, квартиру, естественно, не пишите так. Чисто дом, и все ли в порядке. Ну, возможно, это вообще мне просто так человек сказал, но чувак взрослый, я не думаю, что он меня обманул. Очень интересное продолжение истории, кстати. В начале видео кажется, что парни едут по шоссе, а затем по грунтовой дороге. В какой-то момент они выходят из машины, и им кажется, что они услышали звук, исходящий из темноты. Чуваки ехали по ночной дороге, остановились, и вдруг внезапно, ну, не такое, блядь. Они подходят к воротам с табличкой, на которой написано «Частная собственность, вход запрещен». Они игнорируют это. Парни находят дыру в заборе и все равно решаются войти на территорию. Чуваки ехали, еще раз говорю, на машине, остановились. Может быть, там поссать, еще что-то. И тут вдруг один из них или там кто-то находит дыру, и все такие, о, смотрите, табличка. И прям вот табличка в этом месте вот стоит, вот говорит, вот, типа, частная территория, не лазьте туда. И все такие, смотри, какая дыра, давай залезем. Ну, такие, ну да, что еще делать? Конечно, давай залезем. Идя по темноте, натыкаются на странные красные пятна, разбрызганные на земле. Их это не пугает, и они продолжают двигаться дальше. После этого видео заканчивается. Их больше никто не видел и не слышал. По сей день с 2008 года эти парни размещены на сайте пропавших без вести в Мельбурне. Слушайте, ну, жестко. Жестко, если они реально пропали без вести, все разом в этом месте. Мост Сейт-Лайн соединяет Вирджинию с Северной Каролиной, но местные жители называют его «Моста Сатаны» из-за большого количества Блин, я слышал про это место, реально слышал про это место. Просто слушайте сейчас, мне интересно, что Чес скажет. Ритуальных действий, происходящих под ним. Ютубер по имени Джейден почти 20 лет назад снял об этом документальный любительский фильм, а недавно людям удалось обнаружить камеру с этими видеозаписями. Первая часть видео не показывает ничего, кроме трупов животных, разбросанных по земле. Не могу это показать, правила такие. Затем автор возвращается на следующий день и снимает на видео все странные граффити и другие ритуальные сцены, например, эти 5 камней. Если вы случайно знаете, что означает этот символ из камней, напишите в комментариях, а также, что это за камни, обрисованные белой краской. Кстати, спасибо, кто мне в директ писал по поводу видеоролика, когда мы с Димой Масленниковым смотрели, когда они пошли в дом ведьмы. Вот эти вот пентаграммы, которые были нарисованы, я так и не нашел. Были какие-то похожие символы, которые вы кидаете, а вот про камни мне рассказали, на стриме говорить не буду, и просто хочу поблагодарить эту девочку, которая мне информацию эту рассказала, типа для чего клались камни, для чего ложили, да, камни, и почему они именно в таком порядке были по дому разложены. Интересно, интересно. Для себя новое узнал.
Эта часть моста выглядит как алтарь. На земле огромное темное красное пятно, переходящее в крошечные пятна. Что-то подсказывает мне, что это, вероятно, не краска. Что произошло с этим ютубером, неизвестно, но камера с этими записями была найдена недалеко от того моста в кустах, спустя около 20 лет. Это просочившееся видео в сеть, похоже, было... Я вам скажу так, вот это вот, к сожалению, мне тоже волей, наверное, судьбы пришлось вот с этим вот столкнуться. Опять же, разговор не для стримов, наверное, да, потому что очень такой серьезный разговор. Вы не представляете, сколько их, вот этих вот товарищей. И не представляете, они разбросаны просто везде. Везде, по всем этим. И насколько у них серьезная коалиция, так что не дай бог встретиться. Но я так думаю, что, наверное, ничего пока не буду говорить. Похоже, было снято в пустыне где-то на окраине цивилизации. Двое ученых в полной защитной экипировке исследуют огромный след ноги, оставленный каким-то гигантским существом. Возникает один немаловажный... Чего, блядь? Кого? Ну-ка еще раз, чего? Сеть, похоже, было снято в пустыне где-то на окраине цивилизации. Двое ученых в полной защитной экипировке исследуют огромный след ноги, оставленный каким-то гигантским Да вы что, существом. охренели? Это... Возникает один немаловажный вопрос. Почему оставленный след только один? Где вторая нога? Если бы за горизонт уходило огромное количество подобных следов, тогда это бы дико напугало. В любом случае, не совсем понятно, к чему снято это видео и почему люди одеты в такие костюмы, но кадры, которые вы видите, были найдены на дне близлежащего озера. Почему и кто это сделал, остается тайной. Что-то Это потерянное видео и, как сообщается, было снято друзьями типа. где-то в Соединенных Штатах. Их пес начинает лаять от волнения и не хочет двигаться дальше. Посмотрите, как животное несколько раз перебегает прямо перед их снегоходом, как будто он предупреждает остановиться и развернуться. Блядь, чуть, сука, сердце не остановилось. Двое друзей особо на это внимания не обращают и продолжают двигаться прямо, и тогда они сталкиваются с этим лицом к лицу. Рядом стоящее высокое серое существо заставляет их испугаться. Парни начинают что есть сил уезжать подальше от него. Инопланетной внешности существо вообще не издает никаких звуков, или по крайней мере звуков, которых может уловить камера. Я действительно думаю, что вижу, как его голова поворачивается в их сторону. И Вот здесь вот Чес очень интересную вещь сказал. Еще раз хотите послушать, что он сказал? Теперь сопоставьте с заброшенным лагерем, в котором мы были. И с той ситуацией, которая там произошла по звукам. Слышите, да, что он говорит? Послушайте еще раз. не издает никаких звуков, или по крайней мере звуков, которых может уловить камера. Или, по крайней мере, звуков, которые может уловить камера. А я говорил в тот раз. Я действительно думаю, что вижу, как его голова поворачивается в их сторону и провожает ребята взглядом. То, как Ну, я вам так скажу, блядь, если это на самом деле что-то вот такую какую-нибудь херню увидеть, ну это минус все будет, сразу отлетит. собака вела себя, заставляет поверить в то, что произошло. В любом случае, неизвестно, почему камера с данной записью была потеряна и обнаружена через несколько месяцев. Возможно, от испугу парни ее где-то выронили и потеряли. А вы что думаете об этом? Пишите свое мнение в комментариях под видео. Тут непонятно. А на этом у Вообще меня все. непонятно. Если хотите продолжение самых жутких потерянных видеозаписей, то обязательно дайте знать мне в виде лайка и приятного комментария под видео. С вами был Зомби Чеза. Пока. Честно, спасибо тебе, братан, огромное за такой контент. Очень интересный, очень такой прям он серьезный ролик. И давненько я такого не видел, чтобы, знаешь, прям очень много интересного на этом ролике.